Девчонки, всем привет! Меня очень давно не было на канале, я не буду сейчас себя никоим образом оправдывать, но сегодня я выполнила очень крутую работу, которую не могу с вами не поделиться, поэтому давайте приступим, а дальше я расскажу, где я так долго пропадала. Это ручки моей постоянной клиентки, мы с ней несколько недель назад полностью сняли гель-лаковое покрытие, и она ходила без него. Я буду делать сегодня наращивание. Да-да, это очень необычное видео на моем канале, потому что я, в принципе, делаю только покрытие, но с недавних пор я прошла курсы по наращиванию, точнее, по новой технике. Наращивать до этого я, скажем так, умела, но никогда на это не было запросов, я никогда не отрабатывала эту технику вот так прям, чтобы взять и отработать. Ну, типа, один-два ноготочка, да нарастить могу, там что-то подпилить в таком формате, но чтобы полностью все 10 ногтей, о нет, мне казалось, что эта процедура абсолютно не для меня, и она занимает очень много времени. С тех пор, как появился гель-лак, наращивание, конечно же, осталось далеко позади, как я считаю, но с недавнего времени, может быть, я просто стала на это обращать внимание, это всегда было популярным, просто у меня начали появляться запросы, там, не наращиваю ли я ногти, а могу ли я сделать наращивание, вот потому что, к примеру, девушка собиралась на день рождения, у нее там было половина ногтей переломанных, половина нормальных, причем они были все разной длины, и единственный оптимальный вариант это был просто нарастить заново всю длину. Ну, я, конечно же, отказала, так как я засомневалась в своих способностях, что я смогу действительно сделать качественную работу, и таких запросов у меня было несколько, поэтому я решила, что пора мне возобновить свои знания по наращиванию, немножечко подтянуться и все-таки ввести эту услугу в свой прайс для того, чтобы стать таким универсальным мастером и выполнять любой запрос своего клиента. Перед тем, как приступить к моделированию, мне нужно подготовить ногтевую пластину. Я убираю полностью пилочкой всю длину, обязательно нужно убрать углы и выполняю комбинированный маникюр. Кутикулу я буду срезать сразу. Я знаю, что кто-то кутикулу обрезает уже после того, как ноготь смоделирован и выполнен опил, но у меня опила будет очень мало, поэтому я уже сразу заканчиваю с маникюром и буду переходить к выкладке материала. После маникюра я обезжирила ногтевую пластину, прошлась по ней кислотным праймером, так как у нас будет наращивание, и мне нужно, чтобы сцепка была максимально хорошая, и легкими втирающими движениями наношу каучуковую базу. Ссылочку на магазин, где я ее покупала, я вам оставлю в описании под видео. Это очень классная база, она подходит где-то 80% моих клиентов, идеально все носится, практически не печет в лампе, ну, в общем, топчик, я вам могу ее смело рекомендовать. Теперь начинается все самое интересное, постановка формы. Каждую форму мне нужно подрезать, ну не только мне, и в принципе, как бы любому мастеру, который работает с бумажными формами, потому что каждый палец, даже у одного и того же человека, он разный, даже если внешне кажется, что они одинаковые, то есть точки роста находятся на разном уровне, либо же высокие боковые валики, ну то есть все индивидуально. Поэтому нужно очень хорошо сначала все примерить, несколько раз перепроверить и только потом подставлять эту уже форму, склеивать ее и выполнять наращивание. Ну, у меня на это пока что уходит достаточно много времени, но я не отчаиваюсь, я для этого и набираю модели, чтобы нарабатывать время и свой глазомер. Вот посмотрите, как должна стоять правильно форма. Со всех сторон она должна полностью быть продолжением натурального ногтя.
Я буду наращивать молочные ногти и использую в работе однофазный молочный гель от Couture Color. Сначала я тоненькой кисточкой обрисовываю себе границы моего нарощенного ногтя, то есть из точки в роста выхожу и на серединку, а с обратной стороны кисточки у меня такая плоская кисть, она, по-моему, 4 размера, и ею я уже буду заполнять полностью подложку. Стараюсь максимально выкладывать материал ровно, чтобы потом, меньше было чего пилить, скажем так. Проще один раз нормально выложить материал и потом чуть-чуть подправить пилочкой, нежели тяп-ляп его сначала навалить там толщиной в несколько миллиметров, а потом сидеть в куче пыли от геля и тратить еще очень много времени на то, чтобы привести это в какой-то нормальный вид и сделать опил. Поэтому я сразу стараюсь делать хорошо и выкладывать материал ровно. Это тоже пока что забирает у меня много времени, но я знаю, что когда это уже отработается и будет как сейчас у меня с покрытием гель-лака, то я в идеале вообще хотела бы, чтобы наращивание у меня занимало не более 2,5 часов. Забегу наперед и скажу, что сегодня я работала 3,5 часа. Обязательно нужно обжимать арочку, чтобы ногти не были похожи на лопатки. Пока что они выглядят таким вот образом, но это всего лишь подложки, и сейчас я буду их приводить уже в красивый вид. Подложки я опиливаю по форме балерина. Я по этой же форме пыталась выложить, но в лампе гель немножечко, конечно, растекся и границы были нарушены, поэтому я сейчас пилочкой обвожу четкие контуры. Я работаю в технике без опила. Опил, конечно же, здесь присутствует, но он очень минимальный, то есть, по сути, я сейчас только опиливаю подложки, и на этом работа с пилочкой заканчивается. Но всегда присутствует такой момент, как человеческий фактор, как со стороны клиента, так и со стороны мастера. У меня, например, в этой работе на 2 ногтях получились затеки в боковые валики, которые я потом в итоге выпиливала. И еще 2 ногтя мне показались какие-то с виду как бочонки, поэтому я чуть-чуть подправила их уже непосредственно перед нанесением топа. Это не является нарушением какой-то техники либо технологии. Я считаю, что это нормальная практика, когда ты видишь, что с твоим маникюром что-то не так, и лучше исправить это сейчас еще на этапе, когда вы в процессе его создания, чем потом уже, когда покроется все топом, вы намажете клиенту ручки кремом, а по итогу он скажет: блин, что-то тут торчит, это здесь не то, а это здесь не так. Теперь я перехожу к дизайну. Это самый популярный, как по мне, дизайн этого сезона. Называется он молочный градиент. Это когда от кутикулы идет растяжка цветом и далее переходит все просто в молочно-белый цвет. Дизайн на самом деле красивый, и есть множество разнообразных его вариаций. Я видела кучу идей, и ногти действительно очень красиво получались. Прям просто заглядение. Но я сегодня выполняю его впервые. У меня на одной руке будет розовый цвет, на второй голубой. Я сначала тоненькой кисточкой выкладываю материал у кутикулы, дальше кисточкой от рублев номер 5 делаю растяжку до середины ногтя, то есть свожу цвет на 0, и потом еще раз тоненькой кисточкой прокрашиваю под кутикулу. То же самое я делаю на второй руке, только уже синим цветом.
После просушки цветного гель-лака дальше продолжаем наращивание. Сначала тонким слоем прокрашиваю полностью гелем весь ноготь, создавая скользящий слой. И дальше с помощью нескольких капелек я выстраиваю апекс и делаю архитектуру ногтя. Единственный минус, с которым я сегодня столкнулась при работе с этим гелем, так это то, что он от кутикулы и от боковых валиков почему-то как будто отпрыгнул. То есть я изначально промазала там гелем для того, чтобы как раз по нему нормально растекался материал, но все равно на некоторых пальцах остались такие проплешины натурального ногтя. Я не знаю пока что, как это исправить. Думаю, что проконсультируюсь у более опытных мастеров. Возможно, это нормальная практика, просто нужно более тщательно прорабатывать там кистью. И завершающий этап маникюра — это покрытие топом. Спустя 3,5 часа получились вот такие вот красивые ногти. Маникюр Харли Квинн, честное слово. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк, так как я очень старалась. Всем спасибо за просмотр и надеюсь, до скорых встреч!